Приветствую всех на канале Горизонт событий. Сильные ливни, обрушившиеся на Сочи 15-16 июня, вызвали масштабное наводнение, затронувшее несколько районов города, включая Адлер, Дагомыс и Мамайку. За одну ночь в городе выпала месячная норма осадков, что привело к выходу из берегов рек Мзымта, Хирота и Ира, подтоплению улиц, перебоям с электричеством и временному закрытию пляжей. Власти Сочи объявили о введении штормового предупреждения, которое продлится до конца суток 17 июня. По данным СМИ, в ночь на 16 июня в Адлерском районе реки Мзымта и Хирота затопили прилегающие улицы и жилые дворы. В Дагомысе река Ира подтопила трассу Джубга, Сочи, а в районе Мамайки мощные потоки воды сносили автомобили с парковок. На улице Авиационной в Адлере движение транспорта было практически парализовано из-за огромных луж. В центральном районе города зафиксировано наибольшее количество осадков – 48 мм в Адлере и 44 мм в Красной Поляне. Необычным явлением стало выпадение снега в горных районах Сочи, температура при этом опустилась до +1 градуса. Над акваторией Черного моря в районе Сочи и Темрюкского района наблюдались смерчи, один из которых, по данным МЧС, распался в море, не достигнув суши. В Анапе также зафиксирован град диаметром 2-3 см. Все, у пацанов склад тоже поплыл. Клянусь, он бы не... А если бы туда спустился? Река Ира вышла из берегов. Ира, смотри, тихо, бревно. Бревно, да, сейчас объедем. Тихо, тихо. Waiting for them to cut the electric. В воскресенье мощное наводнение, вызванное проливными дождями, привело к частичному обрушению жилого комплекса Fairmont Village Apartments, расположенного в городе Фермонт, в округе Мэриан, в штате Западная Вирджиния. По данным Национальной метеорологической службы, за короткий период времени в округе Мэриан выпало от 76 до 102 мм осадков, что привело к стремительному наводнению. Потоки воды хлынули в жилой комплекс, расположенный недалеко от кампуса университета Fairmont State, вызвав обрушение задней стены здания. По данным губернатора Западной Вирджинии, жертв в результате обрушения в Фермонте не зафиксировано, 61 человек, преимущественно студенты, были эвакуированы и временно размещены в спортзале университета. Наводнение в округе Мэриан, которое местные власти назвали худшим за многие годы, затронуло множество районов Фермонта. Улицы, такие как Лакаст-авеню, Мэриленд-авеню и Белл-ран-роуд, оказались полностью затоплены. В штате пострадали более 60 домов и 25 предприятий, из них более 30 домов в округе Мэриан были полностью разрушены. Пожарными и добровольческими службами было проведено около 20 операций по спасению жителей города. Waiting for them to cut the electric.
I'll go in with them. Oh no, I won't. They here now, so I ain't gotta go in. But no one's back here. «16 июня сильный ливень обрушился на Фьеррано-Моденезе, коммуну в провинции Модена, расположенную вблизи долины реки По и окруженную Апеннинами. По данным местных источников, за короткий промежуток времени в районе холмов выпало до 80 мм осадков, что привело к масштабным подтоплениям. Улицы города оказались под водой, что парализовало движение транспорта, некоторые дома и предприятия пострадали от подтоплений. В тот же день торнадо обрушился на сельскую местность провинции Реджо-Эмилия, расположенную в сердце Эмилии-Романьи. Информация о точном ущербе пока ограничена, но местные жители сообщают, что торнадо сопровождался сильными ветрами и ливнями. В результате его прохождения повреждены сельскохозяйственные угодья и постройки. В коммуне Ривергара, в провинции Пиченца, зафиксирован крупный град, который нанес ущерб сельскохозяйственным культурам и инфраструктуре. Град диаметром 2-3 см повредил посевы, автомобили и некоторые здания. Местные фермеры, чьи хозяйства зависят от сельскохозяйственного производства, включая знаменитый сыр Пармиджано-Риджано, выразили обеспокоенность последствиями для урожая. Местные власти Эмилии-Романьи оперативно развернули спасательные операции. В Фьеррано-Моденезе и Ривергара задействованы аварийно-спасательные службы, а в Реджо-Эмилии проводится оценка ущерба от торнадо. Метеорологические службы, в свою очередь, предупреждают о продолжении нестабильной погоды в регионе до конца 17 июня. Район Вильче-Сальто в коммуне Сан-Клименте, расположенной в чилийской провинции Талька, в предгорьях Анд, на высоте около 500 тысяч метров над уровнем моря. 16 июня столкнулся с аномальным снегопадом, вызванным мощным холодным фронтом, пришедшим с юга Тихого океана. По данным местных метеорологических служб, температура в районе упала до -2 градусов, что способствовало выпадению снега вместо привычных для июня дождей. В некоторых частях Вильче-Сальто образовался снежный покров толщиной 10-15 см. Снегопад привел к временным перебоям в движении на местных дорогах, особенно на второстепенных трассах. Коммунальные службы оперативно приступили к расчистке дорог от снега, жителей призвали избегать заснеженных участков. В субботу сильные ливни обрушились на район Ла-Пальмера в Абиджане, экономической столице Кот-д'Ивуара, вызвав серьезное наводнение. Согласно сообщениям СМИ, в районе Ла-Пальмера за короткий период выпало значительное количество осадков. Ливневая канализация не справилась с объемом воды, что привело к сильному подтоплению. Сложные дорожные развязки в этом районе оказались заблокированными, множество автомобилей застряло в паводке. Особенно сильно пострадали низинные районы. Там потоки воды уносили автомобили жителей. Вода затопила десятки домовладений, часть из них разрушена. Информация о точном числе пострадавших или жертвах наводнения пока отсутствует. Местные власти задействовали спасательные службы для эвакуации жителей и устранения последствий наводнения в Ла-Пальмере. Riviera Palmeraie, Crocodile Riviera Palmeraie. Regardez, voici des gens.
Inondation série. Вечером 15 июня и в течение 16-го мощное наводнение, вызванное проливными дождями, обрушилось на район Менчака в мексиканском штате Керетаро. Стихия унесла десятки автомобилей, в том числе фургон телекоммуникационной компании «Изи». Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре Менчаки. Помимо автомобилей, пострадали дороги, жилые дома и коммерческие объекты. Точные данные о количестве пострадавших или объеме ущерба пока отсутствуют, но визуальные свидетельства указывают на серьезное разрушение. Менчака, расположенная в муниципалитете Керетаро, представляет собой урбанизированный район с плотной застройкой и слабой системой водоотведения, что делает его уязвимым для наводнений при сильных осадках. Власти оперативно организовали восстановительные работы. Жителям рекомендовано избегать затопленных зон и следовать указаниям экстренных служб. Тайфун Вутип, достигший побережья провинции Хайнань вечером 13 июня, принес с собой порывы ветра скоростью до 124 км в час. В городе Санья, популярном туристическом направлении, за 24 часа выпало 566 мм осадков, что побило исторический рекорд города. По данным метеорологических служб, в некоторых районах Хайнаня общее количество осадков достигло 378 мм за сутки, что привело к масштабным наводнениям. Затопленные дороги, перебои с электроснабжением и повреждения инфраструктуры стали основными последствиями. Более 16 тысяч человек были эвакуированы из опасных зон на острове, а свыше 40 тысяч работников лодочного флота переведены на берег. Все рейсы были отменены, железнодорожное сообщение приостановлено, школы и туристические объекты закрыты. К 17 июня восстановительные работы продолжаются, но ливни сохраняют риск дальнейших подтоплений. В провинции Гуандун, в деревне городского округа Маамин, произошел оползень, вызванный обильными осадками. Благодаря своевременному предупреждению метеорологических служб, 57 жителей были эвакуированы из зоны риска, что позволило избежать жертв. Маамин, расположенный на юго-западе Гуандуна, с береговой линией в 220 километров, регулярно страдает от тайфунов, и Вутип стал очередным испытанием для региона. В Чжаоцине, другом городе провинции Гуандун, власти объявили тревогу. Проливные дожди привели к подтоплениям в низинных районах. Метеорологическое управление провинции сообщило, что в некоторых районах Гуандуна, таких как волость Сица, за сутки выпало до 415 мм осадков, что стало одним из самых высоких показателей. Для ликвидации последствий было мобилизовано более 34 400 спасателей в городах Чжанцзян, Йинцзян, Цзинмэнь и Маамин. Сильный ливень обрушился также на Куньмин, административный центр провинции Юньнань. Значительное количество осадков привело к затоплению многих районов. Улицы оказались под водой, движение транспорта парализовало. Провинция Юньнань, граничащая с Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой, часто страдает от наводнений из-за своего расположения в бассейнах крупных рек, таких как Янцзы и Меконг.
Непогода затронула не только юг Китая, но и северные регионы. В городе Чифэн, расположенном во внутренней Монголии, 15-16 июня зафиксирован самый сильный ливень в этом году. В уезде Нинчэн за 24 часа выпало 110 мм осадков, побив однодневный рекорд июня. Затопленные дороги и поврежденная инфраструктура стали основными последствиями. Сильное наводнение, вызванное обильными муссонными дождями, затронуло город Талгиджарт в округе Сабаркандха в индийском штате Гуджарат. По данным СМИ, в ночь с 15 на 16 июня в округе Сабаркандха выпало значительное количество осадков до 150-200 мм за сутки, что привело к резкому подъему уровня воды в реке и переполнению местных дренажных систем. Улицы города оказались затоплены, низинные районы, включая жилые кварталы и сельскохозяйственные угодья, пострадали от паводка. Наводнение нарушило транспортное сообщение, особенно на местных дорогах, соединяющих Талгиджарт с соседними городами, такими как Химатнагар и Прантидж. В низинных районах из-за повреждения линии электропередачи временно отсутствовало электроснабжение. Утром 16 июня в уезде Линьли, в провинции Хунань, произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков, расположенной в селе Шанчжоу, города Тинсяньду. Взрыв произошел около 8 часов 23 минут по местному времени, вызвав значительные разрушения на предприятии. 9 человек были спасены и доставлены в медицинские учреждения с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Однако 2 работников остаются пропавшими без вести, и поисково-спасательные операции продолжаются. Очевидцы сообщали о гигантском столбе черного дыма в форме гриба, поднявшемся над фабрикой. В радиусе нескольких километров были выбиты стекла в домах. На место происшествия оперативно прибыли бригады экстренного реагирования, включая пожарных, полицию и медицинские службы. Местные власти начали расследование причин инцидента, которые на данный момент остаются неизвестными. В воскресенье частный вертолет, перевозивший 4 американских туристов, упал в море вскоре после взлета с вертолетной площадки курортного комплекса Аствайр Пелес в Ульигмене, южном пригороде Афин. Вертолет, предположительно направлявшийся на частную яхту или на остров Миконос, сразу после взлета столкнулся с технической неисправностью. Как сообщают СМИ, пилот заметил проблему и немедленно дал указание 4 пассажирам покинуть вертолет, прыгнув в воду. Сам пилот остался на борту, пытаясь стабилизировать машину, но она упала в море. Все 5, пилот и пассажиры, самостоятельно выбрались на берег. Пострадавшие получили легкие травмы. Спасибо за просмотр, и до завтра на нашем канале.